Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 15 июня. В этом видео поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать, а также дадим определенные советы и рекомендации. Оставайтесь с нами, будет много полезной информации. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много полезной информации. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. 15 июня в православных храмах отмечается День памяти святого Никифора, патриарха Константинопольского. Это особый день, когда верующие вспоминают выдающегося церковного деятеля, чьи труды и жизненный путь оставили значительный след в истории христианства. Святой Никифор, живший в конце VII – начала VIII веков, прославился своими глубокими познаниями в богословии и верностью православной вере, даже перед лицом жестоких гонений. Святой Никифор родился около 758 года в Константинополе в благочестивой христианской семье. Его родители воспитали его в духе христианской веры и предоставили ему прекрасное светское и богословское образование. Благодаря своим знаниям и таланту Никифор рано привлек внимание императора и стал его советником, однако жизнь при дворе тяготила его. В 787 году Никифор выступил на Седьмом Вселенском соборе, где активно защищал православную веру и помогал отцам собора в их трудах. Его выступления и аргументы сыграли важную роль в подтверждении истинности православного учения и в борьбе с ересями. Чувствуя недовлетворенность жизнью при дворе, Никифор удалился в Медикийский монастырь, где вел строгую и добродетельную жизнь. Однако его уединение было недолгим. После смерти патриарха Тарасия в 806 году Никифор был избран на патриарший престол Константинополя. В своей новой роли он продолжал бороться за чистоту православной веры и укрепление церковных канонов. В 813 году к власти в Византии пришел император Лев V, армянин, известный своими иконоборческими взглядами. Император возобновил гонения на почитателей святых икон и созвал собор, состоящий из отлученных от церкви еретиков-иконоборцев. Святитель Никифор, как и его предшественники, был предан анафеме и за свою верность постановлениям Седьмого Вселенского собора. Несмотря на это, Никифор не сдавался и продолжал убеждать царское окружение и свою паству следовать православным канонам. За свою непреклонную позицию он был сослан в заточение, где провел 13 лет в лишениях и страданиях. Святитель Никифор скончался в заточении, оставив потомкам пример стойкости и верности вере. Святой Никифор оставил значительное наследие в виде богословских трудов и исторических сочинений. Его работы включают трактаты по догматике, которые до сих пор используются в православном богословии. Он также оставил множество писем и посланий, в которых отражены его взгляды и наставления по различным вопросам веры и церковной жизни. В народном календаре 15 июня этот день был известен как Никифоров день. Этот день также отмечали как праздник зеленого вьюна, символизирующий завершение весны и начало настоящего лета. Праздник вьюна зеленого является старинным славянским торжеством, окруженным мистическими народными приметами и традициями, корни которых уходят в глубину веков. Наши предки называли этот день великим и готовились к нему заранее, чтобы соблюсти все обычаи и привлечь благополучие и удачу в свою жизнь. Накануне праздника в дом приносили ветки березы, символизирующие возрождение и обновление. Жилые помещения часто проветривали, чтобы удалить все посторонние запахи и, главное, хворь. Считалось, что свежий воздух и запах березовых веток очищает дом от негативной энергии и болезней. Хозяйки пекли караваи и выставляли их на окно, что символизировало привлечение благополучия, удачи и урожая.
Одной из главных традиций праздника было плетение венков из березовых веток. Эти венки носили на голове, веря в то, что они отпугивают злых духов и приманивают добрых. Девушки дарили такие венки юношам в знак признания в любви, что делало этот обряд еще более значимым. Венки из полыни и вьюнов использовали для привлечения денег и благополучия в дом. Проветривание дома в этот день считалось особенно важным. Считалось, что свежий воздух и запах березы очищает дом от негативной энергии и болезней. Проветривание символизировало освобождение от всего старого и ненужного, чтобы впустить в дом новую энергию и счастье. Печенье каравая было еще одной важной традицией. Хозяйки пекли их и выставляли на окно, чтобы привлечь удачу и богатство в дом. Караваи символизировали плодородие и изобилие, а их форма и украшения часто имели магический смысл. Праздник вьюна зеленого имеет мистический характер. Его корни уходят в языческое прошлое. Многие народные приметы и обряды были связаны с верой в силы природы и духов. Например, считалось, что венки из полыни и вьюнов могут привлечь деньги, а березовые ветки отпугивают злых духов. Одной из главных примет было привлечение удачи и богатства с помощью венков и караваев. Считалось, что выставленные на окно караваи привлекали в дом благополучие и удачу, а венки из полыни и вьюнов способствовали приходу денег. Березовые венки, носимые на голове, считались мощным оберегом от злых духов. Наши предки верили, что эти венки могут защитить их от негативного влияния и привлечь добрых духов, способных помочь в трудную минуту. 15 июня отмечается праздник вьюна зеленого, как и День памяти святого Никифора. Этот день был богат на народные приметы, которые наши предки использовали для предсказания погоды и урожая. Народные приметы, связанные с вьюном зеленым, помогали нашим предкам определить, какой будет погода и каким окажется будущий урожай. Одной из ключевых народных примет 15 июня является пение соловьев в ночь на вьюна зеленого. Считалось, что если соловьи поют всю ночь, то на следующий день не будет ни ветра, ни дождя. Это было хорошей новостью для крестьян, планировавших работы в поле и другие мероприятия на открытом воздухе. Если в ночь на 15 июня внезапно поднимался сильный ветер, люди знали, что за ним обязательно придет дождь. Этот знак предсказывал перемену погоды, что позволяло подготовиться к возможным осадкам и спланировать работы уже на следующий день. Дождь в день Никифора обещал хороший урожай грибов. Это был один из самых верных признаков для тех, кто собирал грибы, так как дождевая влага способствовала их активному росту. Утренний туман в этот день также считался хорошим знаком. Считалось, что если утром стоял густой туман, то в лесах и полях будет обильный урожай грибов. Туман указывал на влажность воздуха, которая способствует росту грибов и других растений. Роса на вьюна зеленого подсказывала, что летом будет много пшеницы, овса и льна. Утренняя роса была важным показателем влажности и предсказывала удачный урожай зерновых и других культур. Люди, отмечающие именины 15 июня, по народным поверьям наделены особыми чертами характера. Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор и Ульяна отличаются веселым характером, который помогает им преодолевать жизненные трудности. Они не обидчивы и легко находят общий язык с другими людьми, даже с очень непростыми. Никифоров день, отмечаемый 15 июня, является значимой датой в народной календаре. Этот день окружен множеством народных примет и запретов, которые наши предки тщательно соблюдали, чтобы избежать неприятностей и привлечь благополучие в свою жизнь. Рассмотрим же основные запреты и предостережения, связанные с Никифоровым днем, и объясним их значение.
Одним из главных запретов на Никифоров день является запрет на заключение сделок и ведение важных переговоров. В древности считалось, что любые деловые начинания в этот день могут привести к потере доверия деловых партнеров, утрате крупных сумм денег и даже оказаться в должниках. Поэтому в народе говорили, что 15 июня лучше посвятить планированию и бытовым работам, а реализацию задуманного и важные встречи перенести на другой день. Хозяйкам в Никифоров день не рекомендуется подметать, так как вместе с мусором можно вымести из своей жизни благополучие, здоровье и финансовую стабильность. Пылесосить в этот день также не стоит, ведь это действие ассоциируется с теми же негативными последствиями. Единственно допустимым видом уборки в этот день является влажная уборка, которая помогает очистить дом от грязи и пыли без риска утраты благополучия. Также в этот день нельзя было надевать одежду с металлической фурнитурой. Считалось, что нарушивший этот запрет столкнется с большими жизненными трудностями, которые можно преодолеть только с помощью железной выдержки и хладнокровия. Металл в этот день ассоциировался с препятствиями и проблемами, поэтому его избегали во всех его проявлениях. На Никифоров день нельзя было грустить и оплакивать покойников. Считалось, что такие действия могут вызвать появление умерших во снах, где они будут напоминать о горестях и печалях. Вместо этого в этот день нужно вспоминать только хорошие моменты, прожитые с ныне покойными людьми, чтобы избежать негативных влияний на свою жизнь. Посещение кладбища в этот день также было строго запрещено, так как по народной примете можно встретить нечистую силу, которая и утащит к себе. Этот запрет был связан с верой в то, что в определенные дни граница между мирами становится тоньше, и нечистая сила может легче проникать в мир живых. 15 июня не рекомендуется купаться в открытых водоемах, а также стирать и полоскать в них белье. Считалось, что русалки могут околдовать и унести на дно тех, кто нарушит этот запрет. Русалки в народных поверьях часто ассоциировались с опасностью и обманом, особенно в дни, связанные с переходными сезонами. Беременным женщинам в Никифоров день нельзя было ходить за покупками и покупать воду. Считалось, что нарушение этого запрета может привести к преждевременным родам. Лучше поручить выполнение этих обязанностей другим членам семьи, чтобы избежать риска для будущей матери и ребенка. В Никифоров день не стоит думать и говорить о плохом, иначе это может прийти в жизнь или оставить негативный след в душе, который будет отрицательно влиять на будущие дела и события. Позитивное мышление и добрые слова в этот день, наоборот, помогут привлечь удачу и благополучие. Также 15 июня, в день Никифора, наши предки советовали воздерживаться от стрижки волос, маникюра и сложного макияжа. Согласно древним традициям, старания, направленные на улучшение внешнего вида в этот день, могут привлечь внимание темных сил, которые постараются испортить все ваши труды. Считалось, что волосы обладают магической силой, связанной с жизненной энергией человека. Стрижка волос в дни с особенной энергетикой может привести к потере этой энергии и привлечению негативных сил. В день Никифора рекомендуется избегать любых манипуляций с волосами, чтобы не нарушить баланс и не привлечь беды. Также сегодня, 15 июня, не слишком уделяйте много времени своей внешности, включая маникюр и сложный макияж. Дело в том, что чрезмерные старания по улучшению внешнего вида могут привлечь внимание темных сил, которые непременно постараются испортить ваш день. Поэтому сегодня лучше провести этот день в гармонии с собой и природой, уделяя внимание внутреннему миру. Вопрос посещения кладбища в день Никифора заслуживает особого внимания. Согласно народным поверьям, на кладбище обитают силы, которые могут повлиять на человека. Говорят, что нечистая сила в этот день может свести с ума, заманить в неведомые края или навлечь страшные беды. Поэтому в такие дни старики советовали держаться подальше от такого места. Также сегодня день Никифора считается особенно благоприятным для крещения ребенка. Старинные предания утверждают, что крещение в этот день защищает дитя от всех невзгод, даруя ему небесное покровительство и защиту.
Считалось, что крещение, проведенное в этот день, 15 июня, особенно сильно и дает ребенку мощную защиту от всех бед и болезней. Крещение символизирует очищение и начало новой жизни. Проведение этого обряда в день с мощной энергетикой усиливает его благотворное влияние на ребенка. Также 15 июня считается особенно благоприятным днем для свадьбы. Молодые пары, решившие связать себя узами брака в этот день, могут быть уверены, что их союз будет крепким и счастливым. День Никифора наполнен позитивной энергией, которая способствует укреплению брачных уз и дарует счастье молодоженам. Верили, что брак, заключенный в этот день, получает особую защиту высших сил, обеспечивая долгую и счастливую семейную жизнь. Так что, друзья, вот такой у нас с вами день, 15 июня, день Никифора. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают, друзья, об этой важной и ценной информации. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.